Он был, безусловно, очень красив, когда был свежим и новым. Теперь идеальный вариант, это, конечно, помыть его на мойке. Хотите, не верьте, это уже как бы... А где микрофон? Масло не меняли, а просто доливали. В последнее время я получаю очень много комментариев как у себя на YouTube, так и вопросов в личку в различные соцсети о том, чем же на самом деле отличаются различные поколения скутеров Suzuki Skyway Burgman по годам и какое из них стоит покупать в том или ином бюджете. После краткого изучения информации выяснилось, что структурированно никто об этом еще толком нормально не рассказал, и было решено снять несколько видео про те или иные поколения, чтобы рассказать вам о плюсах и минусах, почему каждый конкретный мопед стоит покупать, почему его не стоит покупать, чтобы дальше вы могли более объективно принимать решения. Безусловно, каждый из нас хочет купить каждый скутер дешево и при этом отъездить на нем какое-то количество лет, не зная с ним проблем. Скутеры в основном в нашей стране старые, и это как нельзя актуально именно знать о технических каких-то болячках и особенностях эксплуатации. С вами сегодня я, Антон Больших, и сегодня мы поговорим о Suzuki Skyway 400 и 250 карбюраторных моделях, так называемые 41 и 42 кузова. Почему я говорю кузова? Меня все время за это многие хейтят. На самом деле правильно сказать 41-я, 42-я рама, потому что это цифры в начале номера рамы на всех внутрияпонских скутерах, то есть Skyway, которых в России большинство. Почему мы объединяем 41 и 42 в одном видео? Да потому что это практически одинаковые мопеды, о различиях я тоже вам сейчас расскажу. Приступим! С карбюраторных моделей Suzuki Skyway Burgman началась не только история самой модели, но и история макси-скутеров как класса в целом. В 1998 году компания Suzuki выпустила Skyway 250 и тем самым задала планку для всех остальных мотопроизводителей, которые дальше стали конкурировать с этой моделью. В 1999 году появилась 400-ка, а в 2000 году появился первый рестайлинг. То есть до 2000 года это так называемый 41 кузов, начиная с 2000 года это так называемый 42 кузов, который производился до 2002 включительно. В чем же отличие 41 кузова от 42? На самом деле, если не считать не очень значительных технических изменений, пользователь заметит разницу всего в трех моментах. И основное изменение, которое было в 42-м кузове, его еще называют так называемым мерсопопом из-за формы задней фары, которая похожа на стиль автомобиля Mercedes. Это большой, увеличенный очень сильно багажник под сиденьем. Здесь он у нас забит достаточно большим количеством всякого барахла, но на самом деле, если все это отсюда выложить, то сюда влезает два больших настоящих полноразмерных шлема. В 41-м кузове о таком приходилось только мечтать, потому что туда в лучшем случае влезает один, и то в притирочку, и остается еще немного места засунуть какую-нибудь легкую куртку, перчатки и что-нибудь в этом духе. Однако из первого, казалось бы, большого плюса 42-го кузова следует еще и минус. Этот минус смогут понять только те, кто ездил и на 41-м, и на 42-м. По крайней мере, я, когда много ездил на 41-м, сев на 42-й, заметил это очень остро. На 42-м кузове за счет большого подседельного багажника ты гораздо выше сидишь. И из-за этого имеем мы более высокий центр тяжести, что сильно сказывается на управляемости. Я всегда считал и продолжаю считать, что 41-й кузов эталонный в плане управляемости как раз таки из-за низкого центра тяжести относительно своих более современных собратьев. Конечно же, если брать их в примерно аналогичном состоянии. Живых 41-х, к сожалению, в наше время уже осталось крайне мало.
Третья особенность, заметная для пользователя, это так называемый обдув ветрового стекла изнутри. В передней части скутера сделан так называемый воздуховод, который выходит наверх, и над приборной панелью есть такой переключатель, которым можно перекрыть этот обдув или наоборот его открыть. На первом кузове такого не было. Ну, честно говоря, я много 42-й кузов сам не эксплуатировал, поэтому не могу точно сказать, насколько это полезно. Тем не менее, возможность в случае, если у вас вдруг по каким-то причинам начало или потеть стекло, или что-то еще, включить дополнительный обдув, это все-таки плюс. Данный скутер куплен нашей мастерской на разбор, то есть на запчасти, и в данный момент я планирую демонтировать с него двигатель и рассказать поподробнее о технической стороне вопроса. Я упомяну как отличие 41-го кузова от 42-го и от более современных скутеров, так и особенности, которые часто вызывают вопросы, плюсы и минусы. Главным расходником абсолютно любого скутера является трансмиссия. Как мы можем здесь наблюдать, она у нас здесь уже демонтирована. Я на трансмиссии в данном видео подробно останавливаться не буду, потому что про нее, во-первых, очень много информации везде, а во-вторых, в принципе, у 400-ки трансмиссия никаких особенностей относительно любых других скутеров не имеет. Вариатор, начиная с самого начала выпуска и заканчивая 2006 годом, в принципе, очень надежный и ходит достаточно долго. Если у вас вариатор сильно изношен, то, как правило, у вас просто очень большой пробег. Про вариатор говорят все, а сейчас я планирую углубиться в то, о чем говорить не сильно принято, и рассказать о том, что у этого скутера глубже. Одним из самых главных плюсов первых моделей Skyway является его простота в техническом устройстве и в обслуживании. Конечно, не без нюансов. Сейчас вы увидите, насколько быстро и легко я демонтирую с него двигатель. Одной из постоянных проблем модели является глушитель. Как мы можем наблюдать, он здесь уже полусамодельный, его здесь кто-то уже вскрывал, заваривал и так далее. А если мы попробуем его потрясти, то услышим, что внутри, хоть еще и довольно тихо, но что-то погромыхивает. Понятное дело, что на него уже многократно падали, но главная причина проблем не в этом. Главная причина в том, что на больших пробегах от постоянной вибрации одноцилиндрового двигателя глушитель просто не выдерживает, и у него начинают разваливаться внутренности. Также у него изнашиваются сайлентблоки, он начинает болтаться, еще бывает что-то кривое из-за многочисленных падений, и по этой причине у них часто трескается патрубок, который соединяет глушитель и головку блока цилиндра. На многих скутерах, так же как и на этом, можно увидеть, что этот патрубок имеет следы сварки из-за того, что он трескался, его пытались заваривать и так далее. Очень редко это получается сделать ровно, но и замена тоже не всегда помогает надолго. Причина бывает как в изношенных сайлентблоках, так и в том, что что-то из элементов крепления глушителя банально кривое. Просто из-за того, что жизнь за много лет, а конкретно этому скутеру уже 22 года, их сильно потрепала. Именно это, в моем понимании, и есть главный минус данных аппаратов – это их банальная старость. Следующая, и я бы сказал, одна из главных проблем конкретно карбюраторных скутеров – это задний колесный диск. Он был, безусловно, очень красив, когда был свежим и новым, но практика эксплуатации показала его проблемность. А в 2000 году компания Suzuki попыталась его, так скажем, усилить. Вот это в данном случае стоит колесо от предыдущего поколения, от 41-го. И этот колесный диск имеет свойство растрескиваться прямо по вот этим усилителям. Сейчас я вам покажу, как это происходит.
Вот эту центральную часть до сих пор храню как сувенир. Она от моего первого скутера, который я продал в 2011 году. И здесь мы можем наблюдать трещинки. Начиная с 2000 года колеса, которые пошли, имеют усиленные вот эти вот части, и таких трещин больше на них не появляется. Однако они имеют другие проблемы. Основным источником всех неудач является вот эта вот стальная втулка со шлицами, которая надевается на вал. Бывает такое, что шлицы просто-напросто изнашиваются, но это происходит по вине нерадивых владельцев или сервисменов, потому что гайка затягивается плохо, плохо притягивает колесо, и оно начинает немножко гулять на шлицах, вследствие чего они просто-напросто умирают. Колесный диск, когда его изготавливали на заводе, был отлит прямо вокруг этой стальной втулки. И в этом соединении тоже иногда возникают вопросы. Конечно же, тут и вибрация постоянная играет роль, и усталость металла, большие пробеги и так далее, и так далее. Но, насколько я помню, как оно было в 2010-2011 годах, эти колеса уже были дефицитом и уже имели постоянные проблемы. Как эту проблему можно решить так, чтобы забыть о ней раз и навсегда? Ну, понятное дело, что можно просто искать диски на разборках, которых там уже почти не осталось. Есть вариант переделать колесо и поставить колесо вместе с тормозным диском, валом заднего колеса от следующего поколения, от 43-го кузова, которое пошло в 2003 году. Все эти детали подходят. Там стальная ступица, которая одевается на вал. Вал, насколько я помню, там немного короче. И далее к стальной ступице алюминиевый диск прикручивается 3 гайками на 17. Обо всех проблемах с втулкой в 43-м кузове забыли. Конечно же, тут у нас еще есть проблемка, связанная с особенностями российской эксплуатации. Вмятина, которая уже правилась, варилась. Ну, это уже не особенность и не проблема скутера, а проблема наших дорог и владельцев. Одна из проблем, которые можно встретить в старых Skyway довольно часто, это сорванная резьба сливной пробки. Как мы видим, здесь уже совсем не родной болт, который напоминает колесный болт от какого-то автомобиля, и он совершенно не затянут. На самом деле проблемным это место не является, это скорее такие издержки непрофессионального обслуживания, перетягивания пробки. Вот. Но, к сожалению, уже очень-очень много этих аппаратов содержат в себе такие проблемы. Почему закручен такой длинный болт? Резьба полностью такая же, как у оригинала. Но когда резьба сорвана, там еще остается несколько витков. Собственно, люди пытались выходить из положения. Как временный вариант также часто применяют, закручивают свечку автомобильную. Тут резьба М14 на 1,25, она такая же, как на очень многих автомобильных свечах. И если ты меняешь масло, но тебе нечем ремонтировать резьбу, как временный вариант такое используют. Одна из самых главных особенностей данных двигателей – это склонность к расходу масла. Моторы очень крепкие и способны проходить без ремонта до 100, иногда до 150 тысяч километров. И 90% случаев их смерти даже сегодня связаны с тем, что люди просто упускают масло. Даже при полностью исправной штатной заводской трансмиссии двигатель начинал, даже полностью исправный и свежий, начинал расходовать масло при скорости более 120 км в час. Это связано с конструкцией поршневых колец, также это связано с конструкцией системы вентиляции картера. Но одной из самых главных ошибок пользователей этих скутеров является то, что когда двигатель начинает расходовать много масла, люди забивают на его замену. Даже если за регламент замены масла, то есть 6000 километров, ты залил туда 2, 3, 4, 5 литров, менять масло все равно по регламенту необходимо, иначе ресурс двигателя начинает сильно сокращаться. Судя по запаху и цвету этого масла, у меня есть подозрение, что здесь именно это и происходило. Масло не меняли, а просто доливали.
Следующая популярная проблема, которой подвержены все Skyway всех годов выпуска, это задний суппорт. Я про это снимал отдельные видео, про технологии восстановления и так далее. Также здесь у нас сильно изношен тормозной диск, и проблематично демонтировать суппорт с этого тормозного диска, скорее всего. Попробую это сделать. Я применил один лайфхак. Открутил колодки от корпуса суппорта. Но даже при этом у меня это не очень сильно легко получается. И получается без применения хирургических каких-либо способов. Посмотрите на вот этот крест на ручниковом поршне тормозного суппорта. Этот поршень отвечает за ручник. Значит, здесь у нас скрыта разница между 41 и 42 кузовом. Здесь установлены колодки без так называемого шпынька, который не фиксирует этот поршень на своем месте. На этом кузове должны стоять колодки, в которых есть так называемый шпынек. Скорее всего, вы поймете, о чем я, потому что на всех форумах про это очень много всего написано. На 41-м кузове, который шел в 99 году и, соответственно, в 98-м на 250-ке, такого механизма нет. Кстати говоря, 250-ка у нас в 41-м кузове вообще не имеет ручейка. 400-ка имеет. То есть на старые, на 41-е кузова с родным суппортом можно ставить колодки без шпынька, сюда колодки без шпынька ставить крайне нежелательно. Здесь допущена в этом смысле ошибка. 20 minutes later. В общем-то, мотор демонтирован. Большая часть проблем, которые у этого скутера есть, в принципе, связана с двигателем, что неудивительно, потому что в остальном он достаточно простой. Значит, первая деталь, которую я хотел бы упомянуть, которая очень часто вызывает какие-либо вопросы, это впускной патрубок. Патрубок между карбюратором и головкой цилиндра. Он бывает двух видов. На 41-м кузове вот эта резиновая часть в оригинале продается отдельно, на 42-м кузове резиновая часть наплавлена. Но есть лайфхак, потому что патрубок от 42-го кузова стоит безумно очень больших денег, короче говоря. И можно просто механическим путем счистить наплавленную резину и поставить патрубок от 41-го кузова. Здесь кто-то уже наколхозил какой-то самодельный, подходящий по диаметру патрубок, просто автомобильный, похоже. Но долго обычно такие решения не работают. Также очень важно, чтобы воздушный фильтр был на всех штатных креплениях, иначе это все от вибрации очень быстро разрывает патрубки. Здесь самая большая проблема, когда патрубок отрывается, мы имеем подсос воздуха, и как итог двигатель нормально не работает. В принципе, диагностируется достаточно легко, просто механически смотрим, иногда можно что-нибудь туда попрыгать. Правая крышка двигателя – одна из деталей, которые нельзя ни в коем случае собирать на герметик. Если вы ее вскрываете, то нужно обязательно под эту крышку новую прокладку. Если вы знаете почему так, обязательно напишите об этом комментарий, я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Если вопросов будет много, как-нибудь про это отдельно расскажу. Очень сильно заржавела направляющая. И из-за этого проблема была снять крышку. А еще не только заржавела, но похоже по ней кто-то лупил молотком, и там образовался задир при установке в крышке в самой. Собственно, так вот выглядит генератор, обмотка в крышке.
У меня такое ощущение, глядя на нее, что ее кто-то перематывал. И так вот выглядит ротор генератора. Это единственная деталь, которую, чтобы демонтировать, нужен обязательно специнструмент. И без этого обойтись крайне трудно, практически невозможно, чтобы ничего не сломать. Сейчас мы его снимем. Если пытаться без съемника демонтировать ротор, многие ошибочно упираются болтом прямо в коленчатый вал. И это является ошибкой, потому что в коленчатом валу просверлен масляный канал, а металл очень сильно каленый. Очень легко отколоть кусочек вала или сделать трещину в валу, как итог его приходится менять. То есть в крышке находится опорный подшипник коленвала и за ним сальник. И через этот канал смазывается центральный подшипник коленвала под давлением. Для того, чтобы этого избежать, используется такая вот защитная проставка, которая накручивается на коленвал. Это прям заводская технология. Далее съемник имеет резьбу М38 на 1,5, накручивается на такую же резьбу на роторе. И просто-напросто это все дело затягивается, в нашем случае гайковертом. Ротор достаточно немножко сорвать с конуса, после чего убираем съемник. И, собственно, все это дело у нас демонтировано. Далее мы видим кулачки обгонной муфты. Эта деталь очень проблемная на этих агрегатах, потому что она очень сильно изнашивается из-за того, что одноцилиндровый двигатель в принципе этому способствует. Сама конструкция плюс еще не сильно удачная, начиная с 2007 года она была улучшена. Вот. Ну, как правило, изношенная сильно обгонная муфта говорит о пробегах 100 и более тысяч километров. То есть, как правило, там на пробеге 30-50 она бывает в идеальном состоянии. Значит, когда у нас обгонная муфта достаточно сильно изношена, при глушении двигателя мы очень часто слышим такой громкий металлический удар. То есть ключ повернули, бум! То есть это прям трудно не заметить. Если обгонная муфта достаточно живая, то металлический звук возможен, но достаточно тихий и достаточно редко. Чем чаще и громче мы его слышим, тем, соответственно, это косвенно больше показатель убитой обгонной муфты. А каковы последствия? Вот здесь я вижу, что уже срезала шпонку, потому что здесь есть задержки, но на камере мы их не покажем. Короче говоря, когда обгонная муфта сильно убитая, во-первых, есть риск, что ее заклинит и стартер продолжит вращаться с двигателем, когда двигатель запустится. Из-за этого стартер становится расходником. На китайских стартерах вообще зубья сделаны из бумаги и их, соответственно, срезает. А оригинальный стартер стоит дорого, тут все пытаются сэкономить. И, скорее всего, когда вы будете покупать этот скутер, которому 20 лет и который долго прожил в России, таких сюрпризов вы в нем найдете достаточно много. Вот. Как итог, когда срезает шпонку, шпонку чаще всего срезает в момент глушения двигателя. То есть чаще всего это наиболее нагруженный момент. И он просто дальше больше не запускается, потому что искра проскакивает не вовремя. То есть, соответственно, замена шпонки с заменой прокладки крышки и, соответственно, чаще всего замена обгонной муфты. Еще бывает вариант, когда неправильно, не с правильным моментом затягивают вот эту гайку. Если не ошибаюсь, здесь момент затяжки 160 ньютон-метров, и его обязательно соблюдать. Собственно, разбираем все это дело. Здесь нам понадобится одну часть шпонки утопить, чтобы снять шестеренку. Ну, в общем, продолжаем. Далее я сразу демонтирую масляный насос. Здесь у нас 3 болтика. Просто вынимаем его. И смотрим на состояние. Кстати, на удивление, масляный насос здесь достаточно хороший, здесь практически нет каких-либо задиров. Это уже очень сильно меня радует, что хоть что-то здесь есть живое.
Вот здесь мы можем наблюдать провод, который приходит на двигатель и прикручен гайкой. Это кто-то так искал массу. У большинства карбюраторных скутеров есть так или иначе проблемы с электрикой, у кого-то более выраженные, у кого-то менее. Одна из самых характерных проблем – это внезапно скутер глохнет при включении поворотника, например, или глохнет при нажатии на тормоз. Это часто говорит либо о том, что где-то потерялся минус, а минус у Suzuki разведен по проводке, то есть на раме минус не предусмотрен. Кстати, такие глюки также могут быть из-за того, что кто-то с рамы взял минус. То есть он там плохой, или кто-то может с двигателя его дополнительно туда пытаться таким вот макаром, собственно, провести. Но это не является правильным по задумке производителя. Также причиной данной неисправности могут быть высохшие конденсаторы в блоке управления двигателем. И это уже гораздо более серьезно, потому что бэушный блок управления двигателем, которому 20 лет, чаще всего бывает примерно в таком же состоянии. Есть опыт у некоторых, что кто-то перепаивал конденсаторы, и это даже было успешно, но, к сожалению, успешно это бывает не у всех. Попробуем разобрать наш двигатель дальше. Клапанная крышка держится всего на 3 болтах. После того, как мы ее демонтировали, мы можем здесь лицезреть клапанный механизм. Здесь у нас так называемые коромысла и винтики, которыми регулируются зазоры клапанов. Значит, что важно знать про этот двигатель? Это относится к любым 250-м и 400-кам до 2006 года выпуска. Клапана регулируются по регламенту раз в 12 тысяч километров. Это делается достаточно просто, то есть на скутере, если все это знать, работы где-то на 1,5-2 часа с учетом того, что двигатель должен полностью остыть. Но эту процедуру нужно обязательно выполнять. В противном случае у них бывает ряд проблем, начиная с того, что набивает на самих клапанах вот эти вот верхние части, и в конечном итоге зазор нельзя выставить полноценно, заканчивая тем, что разрушается сама вот эта вот постель распредвала, из нее может вырывать ось крепления, соответственно, самого коромысла. А это очень плохо, потому что эта деталь по-хорошему продается только в сборе с головкой, так как посадочное место распредвала обрабатывается, когда это все прикручено. То есть, конечно же, наши люди колхозят это все, как-то пытаются ставить с разборов, но ничего хорошего в этом нет. Это не от хорошей жизни происходит. То есть, ну да, многим везет, но не всем. Далее демонтирую постель распределительного вала. И у нас открывается доступ к рабочим поверхностям самих коромысел, которые, кстати, еще в относительно хорошем состоянии. Также мы видим кулачки распредвала. Выпускное коромысло, так же как и выпускной кулачок распредвала, первыми на этом двигателе страдают от масляного голодания. Я для примера могу показать вам изношенное коромысло. Вот так вот выглядит двигатель, которому повезло намного меньше. Вот такая вот очень-очень глубокая яма, то есть это уже давно надо менять. То есть такие коромысла восстановлению не подлежат. И оригинальное коромысло одно стоит, наверное, порядка 10 тысяч рублей новое. Из натяжителя я заранее вытащил пружинку, чтобы понять, насколько вытянута цепь. Хода натяжителя осталось всего 3 щелчка, поэтому цепь уже просится под замену. По-хорошему ставить ее обратно не стоит. Распредвал здесь у нас в хорошем состоянии, что бывает уже не так уж часто. Далее мне необходимо открутить вот эти вот 4 гайки на 10. Вот этот интересный кронштейн, который я сейчас откручиваю, также заслуживает внимания. На нем когда-то вот здесь вот крепился клапан системы, которая называется словом PR.
А некоторые считают, что она связана с экологией, а на самом деле нет. Это как раз таки в 42-м кузове появилась система. Здесь вот торчит патрубок. Сюда также могут попадать выхлопные газы, и он у нас заглушен. Кто-то считал, что эта система вредит двигателю. На самом деле нет. Это система подачи свежего воздуха после воздушного фильтра в выхлоп, для того, чтобы выхлопная смесь лучше догорала. Безусловно, это хорошо влияет на экологию, но это не оказывает никакого вреда для двигателя. То есть это такая была примитивная экология тех времен. Уже тогда к этому начинали стремиться и делали это как могли. Собственно, русский человек привык считать, что его все обманывают и все делают для того, чтобы он больше платил за запчасти, но на самом деле это далеко не всегда бывает так. Самый интересный момент, которого я сегодня больше всего ждал, это понять, в каком состоянии здесь находится поршневая и коленчатый вал. Потому что от этого зависит вообще, насколько я приобрел этот мопед обдуманно или нет. Потому что если мотор мертвый, то это может быть покупка в минус. Головка здесь вроде никаких повреждений не имеет. Они уже бывают самыми разными вариантами восстановления после самых разных бед. Значит, снимаем башню цепи, снимаем цилиндр. Чисто визуально цилиндр не имеет серьезных повреждений. Визуально выработка минимальна, само собой это нужно измерять. Поршень выглядит плюс-минус нормально. Коленвал тоже не имеет люфта. В коренных подшипниках немножко есть люфт. Поршень у нас здесь, судя по маркировке, которую я наблюдаю, стоит ремонтный. Полмиллиметра. И похоже, что этот двигатель не очень давно ремонтировали. Мне очень интересно. Только я не знаю, родной поршень или нет. Нет, родной. Да. 15F. Это оригинальный поршень. Можно сказать, победа. Пересобрать этот двигатель в нормальный картер, поменять маслосъемные колпачки, поставить новые подшипники коренные, и он еще очень даже хорошо, скорее всего, побегает. Понятно, что я еще промеряю цилиндр и так далее. Собственно, нам надо уже закругляться. И что я хочу вам сказать важного. Значит, первое. Почему этот двигатель склонен к расходу масла? Потому что наборное маслосъемное кольцо в принципе способно работать только до достижения определенных оборотов. Примерно 6,5-7 тысяч оборотов – это порог, выше которого этот двигатель в принципе конструктивно, даже при отсутствии износа, начинает расходовать масло неизбежно. И, как правило, много. Значит, и ситуация усугубляется очень маленькими отверстиями для слива масла под этим кольцом. Если не ошибаюсь, они то ли 1,8 мм, ну, в общем, очень маленькие. Их можно рассверлить на пару десяточек, даже не коснувшись стенок. Я так делал, но это не очень сильно на что-то оказывает влияние. В 2007 году компания Suzuki исправила эту досадную неисправность с расходом масла. Конечно же, двигатели перестали есть масло также только до определенных оборотов, но при условии живой трансмиссии для большинства режимов расход масла на них отсутствует. Что они сделали? Они очень сильно увеличили отверстия для слива масла. Они сделали их сильно больше, чем прорезь для кольца, как бы увеличив их в нижней части. Но состояние трансмиссии очень сильно влияет на те обороты, до которых раскручивается двигатель в тех или иных режимах. Поэтому я всегда говорил и буду продолжать говорить, кто не хочет, можете мне не верить, без проблем, но трансмиссия напрямую влияет, и от трансмиссии напрямую зависит ресурс двигателя на вашем скутере. Тут как ни крути, а все взаимосвязано.
неизбежно. Тем более, как я уже показывал в своих видео по проточке вариатора и так далее, что износ вариатора никогда не бывает равномерным и появляется много различных вибраций. Собственно, сам по себе этот двигатель очень крепкий, он мало чего боится. Понятное дело, что у него есть особенности, связанные с обгонной муфтой, уже у старичков возникают, особенности, связанные с прокачкой системы охлаждения. То есть определенные знания в обслуживании обязательно требуются, иначе из-за какой-нибудь смешной ошибки можно этот двигатель перегреть и попасть на очень дорогостоящий ремонт. Собственно, как я уже, возможно, говорил, самая главная проблема этих двигателей и этих скутеров – это старость, большие пробеги и экономия на запчастях, потому что оригинальные запчасти стоят очень дорого, и многие не парятся их искать, пытаются заменять их каким-либо Китаем, который ходит очень-очень мало. То есть существуют на этот мотор и китайские поршни, правда, половина из которых разваливается на части после обкатки. Существуют китайские шатуны, которые очень мало ходят после переборки, иногда их даже отрывает. Существуют китайские клапана, которые не всегда влезают вообще в направляющие втулки. А что с ними происходит дальше, не знаю. То есть существуют китайские рекера. Очень много всего делают на этот двигатель китайцы, но уверенным после сборки на таких запчастях в нем быть совершенно нельзя. А если, допустим, у него разваливается поршень, часто после этого вы теряете цилиндр, а иногда даже и шатун. То есть стоят ли такие эксперименты, таких рисков? Ну, я, честно говоря, в этом сомневаюсь. 400-й двигатель более надежен в целом, чем 250-й. 250-ка, к сожалению, хоть имеет такой же корпус, и в принципе этот мопед точно такой же, 250-ка имеет больше проблем. В частности, одна из самых популярных проблем, которые есть у 250-ки, но нет у 400-ки, это отрыв клапанов. Часто это происходит вообще по совершенно непонятной причине, и, к большому сожалению, это может произойти даже на свежем хорошем двигателе, в который никто не лазил. Возможно, это какие-то конструктивные недоработки, точно сказать не могу. Но в моей практике были случаи, когда реально очень трудно было определить причину. То есть все было как бы отлично, двигатель заводской, полностью хороший, и клапана регулировались, но все равно такая досадная неисправность происходила. Также колено на 250-ке слабее, ну и она вся слабее. Стоит учитывать, что крейсерская скорость исправной 250-ки это 100 км в час. Если вы пытаетесь ездить сильно больше, то ее ресурс будет сильно сокращаться. 250-ка за счет того, что она слабая, очень много времени работает на пределе своих возможностей, и поэтому ее ресурс тоже сокращается. Поэтому лично мое мнение, что приобретение 250-ки это достаточно сомнительная процедура. Ну, а дальше уже каждый решает сам, что ему выбирать. Я думаю, что в следующем видео я расскажу про какие-нибудь более современные модели 400-ок, чем они лучше, чем они хуже и так далее, и так далее. А для тех, кто хочет самостоятельно обслуживать свои скутеры, у меня есть курс, напомню, по обслуживанию Suzuki Skyway Burgman 400, начиная с 2007 года, по Suzuki Skyway Burgman 650 и по BMW C650 GT. Я там даю не только технические какие-то особенности регламентного обслуживания, но также иногда говорю про заводские недоработки, как с ними правильно дружить, а также рассказываю, как пользоваться мануалом, как пользоваться каталогами запчастей и даю бесценные лайфхаки, как эти запчасти выгоднее покупать, где их искать и как их искать. Последнее, что я хочу сегодня рассказать, это пара слов про подвеску. Это очень частая тема для различных обсуждений на разных форумах. Значит, подвеска у 400-ки слабовата, особенно задняя. Сама конструкция это, в принципе, двигатель, который сам является неподрессоренной массой, моноамортизатор, который расположен горизонтально, и система рычагов. Но сам этот амортизатор откровенно слабоват. Дорожный просвет этого скутера таков, что если вы едете с пассажиром, то все лежачие полицейские вы собираете центральной подножкой. У 400-ки, в отличие от 250-ки, здесь вот есть такая крутилка, которую, если закручивать,
по идее, должна поджиматься пружина, и амортизатор должен становиться более жестким. Однако, учитывая их возраст, эта система уже давно почти у всех не работает. Работает она только у тех, кто ее разбирал и пытался прокачивать. Это ремонтопригодно, можно туда долить, либо кто-то доливает тормозной жидкости, кто-то доливает какого-то гидравлического масла и попробовать выгнать воздух и разработать эту систему. Это можно сделать, и на какое-то время этого хватает, становится чуть-чуть получше. Но в общем и целом глобально проблемы это не решает. Я, кстати, уже видел достаточно много этих старичков, у которых даже пружина ломалась из-за того, что просто устает металл. Какие плюсы здесь по подвеске относительно более современных скутеров, начиная с 2007 года? Здесь простые шариковые, но тем не менее практически неубиваемые подшипники рулевой колонки. Подшипники рулевой колонки стали постоянной проблемой, начиная с 2007 года. А 41, 42, 43 кузова этой проблемой особо сильно не страдали. А на сегодня я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что вам была полезна сегодняшняя информация. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, написать комментарий и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Всем пока!